Различные нейросети активно набирают популярность. В этом видео я расскажу вам о интересном сервисе для генерации изображений с помощью нейросети LexicaArt. Мы заходим на главную страницу сервиса LexicaArt. Здесь мы можем наблюдать уже примеры созданных при помощи данного сервиса различных изображений. И самое интересное, если кликнуть на какое-либо изображение, мы увидим текстовую подсказку, с помощью которого генерировалось данное изображение. Можем ее скопировать для дальнейшего использования, скопировать URL на данный пример, открыть данный пример в редакторе и использовать его как основу для новой генерации, либо осуществлять поиск в библиотеке генерированных изображений. Можно лайкнуть понравившийся нам пример, и он добавится в отдельный раздел на сервисе. Генерируется, как правило, сразу же 4 варианта изображений. Вот, можем их посмотреть. Давайте его скопируем, чтобы потом его можно было использовать. Закрываем. Что тут еще можно? Можно искать по библиотеке изображений, введя какой-то запрос в поле поиска. Например, мы поищем запрос веб-сайт. Нажимаем поиск. И вот нам нашлось такие вот результаты. Можно открыть его, посмотреть. Также можно осуществлять поиск по библиотеке по уже существующему изображению. Для этого нужно нажать на значок такой картиночки, выбрать необходимый файл на компьютере, например, вот этот, со щенком Хаски. И вот у нас нашлись такие вот генерированные фото. Для использования сервиса необходимо пройти процедуру регистрации. Для этого называем Get Started кнопку. Можно зарегистрироваться через аккаунт Google, либо используя адрес электронной почты. Я вот зарегистрируюсь через аккаунт Google. Нажимаю Continue Google. Все, мы зарегистрировались. Теперь мы можем использовать сервис. Вставляем нашу ссылочку, которую мы скопировали, например. И давайте попробуем. Нажимаем Open in Editor. Можно сгенерировать по примеру изображения. Как видите, здесь сразу добавляется текстовая подсказка и вот изображение, на основе которого мы будем генерировать новое.
нужно нажать на кнопочку Generate. Возвращаемся назад. Вот можно каждое изображение посмотреть в более крупном формате. Можно нажать вот Export with Style. Тогда мы найдем все похожие изображения в библиотеке сервиса LexicaArt. На понравившемся изображении можно вот поставить лайк, тогда она добавится в отдельный раздел. Нажимаю Open in Editor. Я еще вам не сказал, что есть, значит, дополнительные параметры. С правой стороны можно указывать размер итогового изображения. И есть еще дополнительные опции Advanced Settings. Но я их не трогаю. Нажимаем на кнопочку Generate. Происходит достаточно быстрое у нас создание нового изображения. Здесь вот сразу же генерируются 4 варианта. Можно посмотреть изображение, увеличить его, повесить экран. Изображение можно использовать как новый пример для запроса, для генерации, либо скачать его себе на компьютер. Все созданные изображения сохраняются в разделе History. Вот здесь вот показаны 4 изображения. Бесплатно вы можете создать до 100 изображений. То есть на самом деле генерации будет не 100, а в 4 раза меньше, поскольку генерируется за раз 4 изображения. В разделе Likes здесь вот отображаются те варианты примеров, которые мы лайкнули. Вот мы зайчика лайкали, он здесь у нас добавился. В разделе Аккаунт приводятся платные тарифные планы. Подписка здесь. 3 варианта. Можно оплачивать сразу за год, тогда вы получаете скидку в 20%. Также вот здесь есть ответы на популярные вопросы. Можно оплачивать помесячно. Первый план стартер предусматривает генерацию 1000 изображений, и используя подписку платную, вы можете использовать свои и чужие изображения как в коммерческих целях. Вот помесячная плата, если, значит, вот тариф стартер, изображения здесь видны всем, то есть они добавляются в библиотеку сервиса, вот, по которой можно проводить поиск, который я уже показывал. Еще тарифный план Pro, здесь можно генерировать до 3000 изображений в месяц, 5 параллельных генераций, коммерческая лицензия, тоже публичные изображения, и тариф Max, здесь вот 7000 генераций в месяц. И еще отличие здесь, что можно создавать приватные изображения, которые не будут видны в библиотеке сервиса. Давайте вернемся на страницу генерации. Здесь вот еще, кроме поля текстового запроса, есть еще дополнительное поле Navigate Prompt.
куда можно добавлять те элементы, которые мы хотим исключить с итогового изображения, например, какие-нибудь там очки, галстук, еще что-то, добавляются в Navigate Pro. Все запросы делаются на английском языке. Еще я не сказал, что в данный сервис использует собственный генератор лексика апертура V2. Используйте его для генерации изображений для ваших социальных сетей и сайтов. Спасибо за внимание.